Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поделимся с вами ритуалами, практиками, дадим определенные советы, как вы можете избавиться и от негатива, от сглаза, который может быть направлен в ваш адрес, также негативного посыла, ну и, конечно же, от черной полосы. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео обязательно до конца. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите соль, и пусть Вселенная поможет вам и приумножит ваши мыслимые и немыслимые блага в жизнь. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья. Нам очень приятно, что вы нас поддерживаете и помогаете. Вы знаете, друзья, каждый из нас использует в своей жизни соль, но мало кто знает ее настоящие возможности, и что она предназначена не только для того, чтобы делать еду вкуснее и насыщеннее, но и для того, чтобы притягивать различные энергии в жизнь человека, который умеет и знает, как правильно с ней обращаться. Соль способна убирать различный негатив, который к вам отправляют ваши недоброжелатели для того, чтобы сделать вашу жизнь хуже, неудачнее, наполнить ее различными проблемами и несчастьями. Именно соль способна очистить и ваш дом от всего плохого, что в него может войти. Когда вы вовремя, например, не установили сильную энергетическую защиту или не прибегнули за помощью к различным оберегам для вашего жилья. Вы знаете, что соль – это сильный энергетический инструмент. И если научиться ним правильно управлять, то возможно изменить в своей жизни все то, что вы пожелаете. Вы можете найти любовь, счастье, приумножить деньги, вырасти по карьерной лестнице, сохранить семью, а также обзавестись удачей. И этот список можно еще говорить и говорить. Учения, связанные с солью, известны еще с древних времен. Только тогда к ней за помощью могли прибегать только богатые, зажиточные люди. Для бедных она имела слишком высокую цену. У нас с этим сейчас в современном мире, друзья, нет проблем. Соль мы с вами можем купить в любой нужный для себя день, не переживая о том, что в нужный момент ее не будет. Соль, благодаря своим кристаллам, способна впитывать различные энергии, заключать в себе просьбы и посылы, которые с ее помощью отправляются. Так, например, используя соль, можно убрать негатив, который принес в ваш дом недоброжелатель. После его ухода киньте за дверь 3 крупных кристаллика соли, и при этом обязательно в этот момент скажите такие слова: «Недоброжелатель, прочь уходи, свой негатив с собой забери». Твои следы солью посыпаю, тебе в свой дом дорогу перекрываю. Этот человек почувствует дискомфорт, и проделывать это каждый раз после его ухода. И вы знаете, он через определенный промежуток времени перестанет приходить к вам, так как начнет на энергетическом плане ощущать, что все, что он приносит к вам, он забирает с собой, при этом в большем количестве. И после этого у него начинаются неприятности в жизни. Также, если к вам на порог пришел человек, а вы его недолюбливаете и не желаете, чтобы он впредь приходил в ваш дом, когда будете его чем-то угощать, хорошо посолите это блюдо, можете даже щепотку кинуть в чай, при этом скажите обязательно такие слова: «Такому человеку нет места в доме моем, с плохими помыслами входит в него, поэтому желаю, чтобы из него ушел и на порог больше не забрел». Проделав вот такую вот практику, данный человек больше к вам никогда не придет. Также, если к вам приехали гости, и вы не желаете, чтобы они больше к вам приезжали по разным причинам, тогда после их ухода вымойте пол соляным раствором. И когда будете его мыть, проговаривайте обязательно такие слова: «Пол мою, чужие энергии с него смою, из дома их выгоняю и даже их присутствие в доме своем не оставляю». Так как людей данных, здесь вы называете имена, видеть больше не желаю и в гостях у себя не ожидаю. Проделав вот такое вот простое действие, такие люди к вам больше не приедут и, соответственно, вас не будут беспокоить.
Но для того, чтобы в доме был достаток, благополучие и счастье, нужно соль держать в деревянной солонке, обязательно на столе. Хорошо, когда нижний слой соли будет крупная соль, а сверху на нее будет насыпана мелкая. Когда будете размещать, проговаривайте обязательно такие слова. Соль, я за помощью к тебе обращаюсь, мне помоги, нужные энергии в дом мой притяни. Пусть его заполняют, достаток приумножают. Такую соль раз в полгода обязательно меняйте, а прошлую, если не использовали, выносите на природу и выбрасывайте, но только так, чтобы по ней не ходили. Благодаря вот такой вот практике ваш дом всегда будет полной чашей, а вы ни в чем не будете знать нужды. Но, к сожалению, с помощью соли возможно не только положительные энергии притянуть в свою жизнь, но и отрицательные, если не знать некоторых правил. Так, например, солонка никогда не должна стоять возле окна, так как если в него войдут негативные энергии, соль, к сожалению, их сразу вберет, а затем, когда вы будете готовить, отдаст всем, кто будет есть данную пищу, тем самым ослабив биополе таких людей и сделав их подвластными не только нехорошим энергиям, но и любому вмешательству со стороны. Также, если человек с таким ослабленным биополем будет находиться возле недоброго, завистливого человека, то данный человек с легкостью сможет отобрать у него все то, что только пожелает, и все то, чему завидует. А вот этому человеку, у которого этот отберут, даже после того, как он восстановит свое биополе, будет не просто все свое вернуть себе и сделать так, как было раньше. Если вы с вашей второй половинкой будете ругаться возле солонки, она также впитает все сказанные вами негативные слова, эмоции, мысли, посылы. А вы затем, съев с этим еду, все это только увеличите в объемах. Вы будете излучать сильный негатив и притягивать негатив в большом количестве. А это что будет делать, друзья? Это будет усугублять проблемы в семейных отношениях. Это будет притягивать проблемы, которые будут усугубляться с каждым днем и приведут к сильному затяжному конфликту, а порой и к разрыву таких отношений. С помощью соли любой недоброжелатель может принести вам вред, поэтому вам нужно хорошо обдумывать все действия, которые вы делаете с солью, чтобы потом не жалеть, что что-то вы сделали не так. С помощью соли можно отобрать у вас даже денежную энергию, которую у вас потом не получится вернуть. А если все-таки и удастся, то на это уйдет много энергетических сил и, соответственно, времени, за которое денежные проблемы обсядут вас со всех сторон. Ни в коем случае не стоит одалживать соль. Этим действием вы способны отдать свое благополучие тому, кому даете данную соль. А если ее придет одолжить недоброжелатель или завистливый, злой человек, то тогда он способен отобрать у вас финансовое благополучие. Поэтому, кто бы ни пришел к вам за солью, откажите в этой просьбе, чтобы потом не думать, что с этим делать. Если человек придет одолжить соль после захода солнца, это будет означать, что данный человек завидует вам и хочет иметь что-то из того, что есть в вашем доме, и одалживает соль в такое время, чтобы это у вас забрать. Но если у вас нет возможности не одолжить какому-то человеку соль, попросите за нее монетку. Но если и это вам неудобно сделать, тогда положите в соль, которую будете давать, 3 горошины черного перца. При этом проговаривайте такие слова. С помощью силы перца энергетику соли очищаю, ее энергетику с энергетикой дома разрываю. Соль даю, а свое жилье и своей семьи энергетику сохраню. Ее отобрать никогда и никому не позволю. Соль положите на поверхность, пусть данный человек сам ее заберет своими руками. Но предупредите, пожалуйста, что приносить обратно соль не нужно, так как вы не будете ее брать. Данный человек, принеся соль домой, будет сильно разочарован, когда ощутит, что в ней нет вашей энергетики, и он не может воспользоваться солью в своих дурных помыслах. Если же все-таки такой человек принесет соль и настоятельно будет вам ее отдавать, ни в коем случае не берите. Но если отказаться вам будет невозможно, то ни при каких условиях ее не используйте. Поставьте на пол возле входной двери.
Далее зажгите свечу любого цвета, сделайте вокруг нее 3 круга и при этом проговорите такие слова. «Все зло, что в дом ко мне пришло, соль в себя, сохрани и по дому моему не распространи. Огонь, помоги, помыслы и посылы плохие убери, очисти и из дома их изгони». Проделав это, свечу затушите, вложите в соль и вынесите подальше от дома. Выбросите в мусор, это поможет вам не распространить данный принесенный в ваш дом негатив. Не стоя за столом и передавать солонку из рук в руки, так как вы не можете знать, что у данного человека в душе и какие события происходят в его жизни. А передав ее из рук в руки, вы обменяетесь с данным человеком энергиями. Если у него в жизни что-то наладится, вы эти неприятности наоборот подберете к себе, чем потом нужно будет думать, как же разобраться, или же наоборот, вы данному человеку можете передать свои проблемы, и данный поступок притянет к вам еще больше негативных энергий, так как данный поступок вы делаете уже осознанно. Поэтому, если вас попросили передать соль, подвиньте ее по столу левой рукой, так вы не принесете вред ни себе, ни данному человеку. Очень важно, чтобы вы знали и понимали, что соль – это не просто кристаллы, это очень такая сакральная вещь, которую можно использовать как во благо себе, так и разрушить все в своей жизни. Это касается также и тех, кто проживает в коммунальных квартирах, где есть одна общая кухня. Научите своих дорогих, любимых соседей, чтобы они ни в коем случае не брали у вас никогда ни сахар, ни соль. Это очень важно. Многие игнорируют, потому что стесняются, боятся, переживают, что осудят и так далее, и так далее. Но вы должны понимать и то, что есть люди, которым наплевать на то, что происходит в вашей жизни. Им важно, чтобы у них было все хорошо. И они готовы идти на любые ситуации, последствия, чтобы это забрать у человека. Поэтому очень важно, чтобы вы придерживались этих простых правил, которые связаны с солью. И тогда у вас будет хорошо. Помните о том, что когда вы предпринимаете определенные меры, вам никто не может причинить вред. А вашу жизнь будут наполнять только положительные энергии, а различный негатив будет обходить вас стороной. Очень важно, чтобы вы изучали учения, знания, которые связаны с солью. И, конечно же, использовали их себе во благо, меняя свою жизнь только в лучшую сторону. Теперь давайте поговорим о практике, которую мы вам рекомендуем провести, если в вашей жизни началась черная полоса. Вы знаете, проблемы со всех сторон. Что бы вы ни делали, у вас ничего не получается. И здесь, конечно, нужно провести одну простую практику. Для этого вам нужно взять щепотку соли, или возьмите жменю соли, как вам удобно. Здесь не имеет смысла, здесь главное эту практику проводить, даже если вам тревожно, у вас какая-то апатия, вас что-то раздражает, вас что-то злит. Неважно, здесь не имеет значения, в каком вы находитесь настроении и в каком вы находитесь состоянии. Берем соль в руку и в этот момент представляем, что вы в нее впитываете тот негатив, те посылы, которые, возможно, вам отправляют. Возможно, у вас есть какие-то ситуации, которые вас беспокоят. Возможно, у вас появились проблемы с деньгами. И представьте себе, что вы это все отправляете в эту соль. После этого скажите следующие слова. Соль, белый кристалл, заряжает тебя силой света. Уноси все темное, все негативное вдаль. Мир и гармония пусть наполняет этот дом, пусть благословенна будет каждая минута. И с этой солью в руке пройдитесь по всему дому или квартире. После этого возьмите эту соль, бросьте в канализацию, смойте и обязательно хорошо помойте руки с мылом. Будет очень здорово, если вы в этот момент еще примите душ, умоетесь, не забывайте мыть волосы. Таким образом, соль в себя примет этот весь негатив. Но если у вас такая тяжелая очень ситуация, то в таком случае эту практику проводите несколько раз, допустим, через день.
И вы увидите, как в течение уже нескольких дней ваша ситуация начнет меняться. Но главное, чтобы вы не останавливались и не расстраивались. Почему? Потому что как только у вас появляются опять новые проблемы, многие люди опускают руки и думают, ну все, у меня ничего не получится в жизни. Ни в коем случае этого мы с вами не делаем. Обязательно в этот момент отправляйте посылы любви, радости в свою жизнь. Не игнорируйте. Помните о том, что вы своими мыслями можете многое чего в жизни изменить. Помните, пожалуйста, об этом. Итак, друзья, теперь вы знаете, как правильно использовать соль в своей жизни. Мы надеемся, эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. Если вы еще не поставили лайк, обязательно ставьте лайк. В комментарии напишите «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие, истинно да будет так», и пусть Вселенная это как можно быстрее приумножит в вашей жизни. Еще раз хотим вас поблагодарить всех за донаты, за ту поддержку, за те добрые теплые слова, которые вы нам пишете и отправляете. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.